Итак, всем доброе утро. Ну, чтобы было видно, показываю время. Я думаю, увидели все. Друзья мои, я сейчас хочу с вами поговорить о девах или дивах. Дивы, духи, девы, мифические существа или не совсем мифические, драконы. Ну, некоторые предания говорят о том, что драконы вообще существовали. Не будем спорить, да, может быть, это речь о ящерицах больших, может, о динозаврах. Я не могу точно сказать, поэтому я не антрополог, я ведьма. И суть моего разговора сводится именно к потусторонним. Так вот, древние девы. Вот это еще не все мои драконы здесь. На самом деле, вот они, мифические существа. Значит, крылатые змеи. Почему я окружила, создала такой вот мифический лес, окружила эту пару заботой. Это, по сути, моя личность, которая окружена стражами, защитой. Я вам уже говорила о том, что иногда мы сами можем создавать какие-то ситуации. Вообще учтите, что все куклы, все игрушки, все статуэтки вашего дома – это практически вы. И за ними определенный уход нужен. То есть это ваши личности. Переставляете их, чистите их, ухаживаете. Какая-то часть души находится вот в этих игрушках, потому что они ваши. И вот эта театрализованность вот этих собраний девов, да, драконов, говорит о том, что вокруг меня вот эта вот сила собранная, которая меня защищает. Я вот так захотела, мне так спокойно, поскольку наши мысли очень сильны, и они сбываются. Вот если я так собрала и представила, значит, так и будет. Мне так хочется. А может, это так и есть. Ну, речь сейчас не обо мне. Итак, диви или девы. Вообще в кавказской магии, в мифологии, в сказках очень много, значит, встречается вот именно вот эти мифические существа девы. Они выступают как крылатые посланники богов. То есть, как мы их представляем, так их и описывают в этих преданиях. На самом деле, может, они совсем уж и не крылатые, и не такие. Почему они ползучие? Поскольку они могут влезть в любую щель. То есть, это означает, что они вездесущие, и они везде. Крылатые, значит, это говорит о том, что послания богов они переносят и передают очень быстрыми темпами, то есть очень быстро передают все, что человек просит у богов или у великих духов, демонов. И именно вот учитывая эти особенности, их обрисовали, их представили вот в таком вот облике, в таком виде. Я вам уже говорила, для чего нужны статуэтки. Для того, чтобы представить, для того, чтобы легче соединить себя вот образно, да, с этими силами. Я не скажу, что от этих сил зависит моя защита и прочее. Нет, просто эти силы, они где-то усиливают, где-то помогают мне меньше тратить силы и энергии для того, чтобы представить, для того, чтобы вызвать определенную силу к себе во время работы или вообще в жизни, если мне нужна их помощь. Девы. В глубоких ущельях, в темных дремучих лесах обитали девы, которые были как злыми, так и добрыми. Так говорит преданные Кавказа, что, если вы помните, значит, красавица чудовище, красавица, закрытая в башне, крылатые вот стражи, драконы. Если вы читали аргонавты, ясонные аргонавты, где Медея подходит, там написано, ну, дракон или дев, ну, то же самое, вот это создание, сущность, охраняющие имущество. Это все в буквальном смысле, значит, передается нам для того, чтобы мы могли представить. Но на самом деле, может быть, этой сущности именно физиологического там и не было. Но была некая охрана. Как, например, если клады открывают, да, люди могут за это расплатиться, поскольку говорят, что там есть некая охрана, которая, то есть дух охранник, который вот это все сохраняет. У древних книг есть свои духи стражи.
Не всегда можно древние книги брать в руки, не всегда можно какие-то манускрипты и артефакты брать в руки. Не каждому человеку это дано и разрешено, и можно очень сильно за это наказаться. То есть серьезная тема это все, да? Великие змеи, девы. Потом, вообще в индоевропейском языке очень много описания этих существ, и названия даже одинаковые. Вот смотрите, на армянском языке звучат девы, на русском языке дивии или дивы. Мы говорим дивные, то есть какое-то сверхъестественное, какое-то неземное нечто, что, не объяснить словами. Точно так же, как девы, например, не объяснить словами вот этих девов, какие они. Полузмея, получеловек, полуптица, полукрылатое, непонятное создание. Точно так же, когда мы хотим нечто необычное описать, мы говорим дивное или дива. Вот это все идет оттуда. Вот это архетипы, которые засели у нас в голове, которые мы считаем обычным словом, на самом деле это все имеет очень глубокие корни. Итак, девы – это защитники. У каждой ведьмы этих защитников и в подчинении вот этих сил очень много. Вы можете верить в магию, можете не верить в магию, не имеет значения, но всегда, испокон веков, в селениях или в городах, неважно где обитала ведьма, всегда обходили ее дом стороной, всегда старались ее не задевать, не обидеть, если приходили с поклоном, с уважением, боясь напугать или там обидеть кого? Ее стражников, которые могли очень сильно отомстить за это. Вот эти стражники и есть деви, то есть посланники демонов, великих демонов. Ни один демон, у которого там статус высокий, да, не придет на помощь, не спустится вниз для того, чтобы помочь ведьме. Естественно, что у ведьмы есть посланники между демонами и собой. Вот эти сущности, собственно, о чем идет речь. Я просто несколько раз разъясняла про дивов, и поскольку очень много вопросов мне задается, я иногда снимаю ролики, сразу отвечая на эти вопросы, на несколько вопросов более подробно, потому что каждому человеку не напишешь. Итак, собственно, вот вам малая часть коллекции моих девов или дивов, как вы хотите их назвать, крылатые посланники между богами и человеком, или между демонами и человеком, как хотите, которых человек обрисовал и представил вот такими крылатыми, вездесущими, ползучими, имеющими злую и добрую сущность существами. В общем, в принципе, эту тему как-то я раскрыла. Всем удачи!